дорогие мои друзья! Я всех приветствую на своем канале и спешу поздравить всех с Новым годом! Так как, когда вы будете смотреть это видео, у вас уже будет Новый год, ну и у нас тоже. Потому что я его снимаю прям вот за вечер до, и у меня еще там впереди видео, которые вы должны посмотреть. Поэтому, когда выйдет это видео, вы же будете в новом году с новыми мечтами, с новыми желаниями. И дай Бог, чтобы все получили все то, что они загадали. Ну, а я к вам сегодня вот с такой снова новой прической. Я сходила все-таки к своей Леночке, которая меня привела в порядок. Она сказала: вы не можете просто спокойно смотреть на себя. Я говорю: не могу. Вот так вот, руки чешутся и делают. Поэтому она меня и постригла, и докрасила, и перекрасила. Ну, в общем, и все. Теперь, наконец-то, я в Новый год могу шагнуть с новой красотой и с новыми желаниями. У меня тоже они, конечно, есть, эти желания. И всегда исполняются мои желания, поэтому я сама этого не замечаю, но потом я вспоминаю, что они, оказывается, исполняются. Поэтому я еще загадаю их завтра на ночь в 12:00. Кстати, да, надо будет приготовить. У нас как-то с Миланой это осталось, что когда 12:00, мы быстро писали на бумажке желание, поджигали, закидывали его в свое шампанское и выпивали эти желания. Наверное, они у нас поэтому сбывались. Жаль, что вы увидите это видео после Нового года, но ничего страшного, будет вам на следующий. У вас наверняка есть свои какие-то методы желаний, исполнения желаний, поэтому я даже не сомневаюсь, что все ваши желания тоже исполнятся. Ну а сейчас я хочу сделать итальянскую сладость, которая очень похожа на нашу. Мы на Кавказе очень часто ее готовят. Это типа хвороста, но она не хворост, она же у нас с медом тоже бывает. И здесь она с медом. Просто они у нас нарезаются на длинные такие брусочки, как картошечка фри, вот такие вот удлиненные. А здесь они маленькие, кругленькие горошки, как, ну да, как горошки и есть. Поэтому я хочу ее приготовить. Мне очень лень выходить на улицу и покупать эту сладость на стол. И я решила ее быстро, там нечего делать. И я просто минимальную порцию хочу сделать. Дома я одна, никого нет, Массимо тоже на работе. В общем, будет им сюрприз, что я сделаю эту сладость сама дома. Так что хочу обязательно с вами тоже поделиться. Ее не обязательно делать только на Новый год. Здесь их делают, эту сладость делают на Рождество и на Новый год. Это как-то у них вот зимнее такое вот. Зимнее, даже зимы у нас нет, но все равно. И опять включила свет, на улице серо, вот как будто прям хочет снег пойти, но его же не будет. Ну и сейчас, я думаю, сделаю. Готовлюсь потихоньку, и поэтому давайте будем лепить уже. Особо много мы не будем делать, потому что на Рождество мы даже не смогли перейти на эти вторые, третьи блюда, так как мы накидались изначально того, чего эти пиццы с вот салатом, тем, что я вам показывала в видео, они, конечно, очень, это же тесто все-таки, да, и, ну, мы начали с них, и как-то потом еще и первое, ну, уже потом до второго мы уже, я сказала, нет никакой необходимости, это все просто мучить себя, поэтому мы остановились и так спокойненько, поэтому завтра мы снова вместе, тот же состав, та же компания, наша семья. У нас другой семьи здесь нет, поэтому наша семья всегда вместе. Давайте уже приступим, девочки и мальчики. Буду делать прям, как они делают сами, вот итальянцы. Они предпочитают не в чашке замешивать тесто, а именно вот так вот
на столе. Делает вот такое углубление. У меня здесь 200 грамм. Смотрите, это очень легко запоминается. Сколько муки, столько и яиц. Если 200 грамм, значит 2 яйца. Если 500, значит 5. Если килограмм, то значит 10 яиц. Да. Разбиваю сюда 2 яйца. Вот надо было сильнее расширить. Видите, чтобы это все вот так вот. Вот неумеха. Мы же в чашке делаем это все. Вот так. Щепотку соли. Вот так. 20 грамм сахара. Ванилин. Соду. Обычная хлебная сода. Буквально на кончике. Сейчас я ее погашу. Вот так вот беру. Они говорят на кончике, ну, чтобы они разбухли. Вот прям капелюшечку. И погашу ее прямо вот сюда. Вот так. Все. Помешали и вылили. И сюда же добавляю растопленное сливочное масло 30 грамм. И вот это все теперь хорошенько замешиваем. Сейчас оно у меня убежит, по-моему. Замешивая. Вот так они все это на столе. У меня где-то есть видео даже, когда я еще работала, и там у нас дома была женщина-итальянка, которая тоже помогает, иногда приходила туда, да, и вот она тоже делала, по-моему, пасту домашнюю делала, и вот она тоже замешивала вот так на столе. Все постепенно вот так вводим сюда. Сегодня я даже чашку пачкать не буду, видите? Потому что это все надо вмешать в единое целое. Вот так. Ну, я считаю, ничего сложного в этом нет. Постепенно. Вот так надо было расширить. И хорошенько это все вмешивать. Вот так. Должно получиться такое тесто, нормальное тесто должно получиться. Вот. Вот и все. Вот так вот соединяем все вместе. Ну, должно все сейчас соединиться. Так. Между прочим, так очень удобно. Все равно это потом здесь замешивать и раскатывать. Поэтому я считаю, это очень даже вот так удобно. Все. Еще надо было же это. Забыла. Цедру лимона надо было чуть-чуть. Сейчас я сюда же прям... Надо было вообще-то цедру апельсина. Ну, апельсина у меня нет, поэтому я чуть-чуть вот так лимончик. Думаю, лимончик тоже будет очень хорошо. Главное, чтобы был запах. Вот так. Подсыплю вот так муки. Вот так. Вот так идеально. Вот так капелюшечка, которая я добавила, абсолютно идеально. Видите, как? Сейчас я все вот так сделаю. Соберу все. Пахнет, конечно, он этим лимоном. Все, вот посмотрите, оно абсолютно не липнет к рукам. Очень приятное. И сейчас я его заверну в пленочку и на 20 минут в холодильник. Приятное такое, хорошее. Благо вот эти появились шапочки. Все вот так собрали и сюда. Вот так. Все. На полчаса, минут 20 в холодильник. Вот так. Прошло 30 минут. Осталось оно у меня на 30 минут. Теперь вот так снизу
подсыпаю муку. Это нам будет нужно, чтобы их обсыпать, сами эти горошинки наши. И раскатываем такую пластину, как обычно мы делаем из теста. Масло в сковородку и поставить его уже нагреваться. Примерно вот такой толщины и не очень широкие, где-то 0,5 миллиметров шириной. Вот так. Можно их повернуть, чтобы было удобно. Обязательно обсыпаем их мукой, чтобы они не приклеивались. И вот так их где-то по сантиметру нарезаем. Так. И вот такие маленькие квадратики. Ничего страшного, что они квадратики, они потом в масле обязательно набухнут. Так, давайте я вот отсюда буду резать. Отсюда мне видно лучше, потому что этот скребок сам по себе большой, и он мне перекрывает то, что я делаю. Вот так. А вот так нормально. Вот эти пополам. И вот это пополам. И вот это пополам. Вот так. Вот это все. Теперь вот так хорошенько в муке обваливаем. Так вот. И таким образом нарезаем все тесто. Сейчас я уже заканчиваю нарезать. Вот эти две штучки у меня еще осталось. Все хорошо перемешаю. И обязательно перед жаркой по чуть-чуть, не надо все сразу закидывать, по чуть-чуть через сито просто убрать лишнюю муку. Потрусить вот так, и лишняя мука останется внизу. Мне казалось, что я снимаю, но, как всегда, телефон сделал так, как хотелось ему. Поэтому вот. Проверяю деревянной шпажкой, нагрелось масло или нет. Еще чуть-чуть подожду. Все, масло горячее. Закидываю. И обязательно надо их вот так помешивать. Потихоньку, будьте осторожны, чтобы не сгорело. Видите, как они быстро жарятся. И потом, как только они дойдут до золотистого цвета, собираем их и выкладываем на тарелку с салфеткой, чтобы это масло питалось. Вот так. Видите, какие красивые. Надулись. Вот так. Вот видите, для чего нужно их вначале через сито. Вот я как раз в этом ковшике прямо на столе их слегка трушу, чтобы вся мука лишняя осталась на столе, а тоже она потом будет гореть в этом масле. И если это масло начнет с этой мукой, там же оно просто будет очень сильно пениться и будет у вас подниматься. А так оно осталось на столе, и все нормально. Вон они как прекрасно жарятся, и никакой пены нет, и ничего. Все отлично. И, кстати, они называются струфоли, и они у меня готовы. Вы не представляете, их можно даже вот так вот есть, как семечки.
Они очень мягкие, приятные. Этот вкус лимона. Сейчас я их буду, оболью их медом. И вам покажу. 150 грамм меда выливаю в кастрюлю. Этот мед должен растаять при постоянном помешивании. Он должен покрыться потом пеной, так как он весь будет кипеть. Густоту нужно проверять на тарелку. Капельку на тарелку. Если капля не растекается, значит мед готов. Можно засыпать. Высыпаю все сюда. Все хорошо перемешиваю, чтобы они все обвалялись в этом. Замечательно. Как они пахнут, если бы знали, как они пахнут, девочки. Они не должны склеиваться, как они склеиваются у нас. Они просто должны обваляться вот в этом меде и стать просто липкие и рассыпчатые. Но на тарелочке они должны быть вот такие рассыпчатые. И у меня есть вот такая маленькая вазочка. И я их сейчас сюда сложу. Ой, как горячо. Вот так. Но их надо сверху обсыпать этими цветными маленькими карамельки, как они называются, не знаю. Ой, Милане отправила фотографию, когда они жарились. Так она не поверила, она говорит, ты их пожарила или ты их купила? Я говорю, ты что, не видишь, что я их жарю еще? Они в сковороде прям жарятся. Она мне говорит, ты что, их купила или сама делаешь? Растерялась тоже, не ожидала. Вот будет сюрприз. И для Массимо тоже. Так, хочу немножко вот так подложить. Вот с краешку вот сюда. Они горячие просто. Мед же горячий. И я... Ой, боюсь обжечься. Вот так сюрприз. Ой. Угу. Вот так вот. Ну и всякого вот такого разного. Я не люблю всякие вот эти добавочки, но для того, чтобы придать им более красочный и праздничный вид, я, конечно же, насыплю. Вот почему Массимо говорит, что он их на работе прям вот так без ничего. Когда говорит, они горячие, я их прям поедаю горячими. Я говорю, молодец. Вот, смотрите, я не буду много добавлять. Смотрите, какие они красивые получились. Они вот так должны рассыпаться. И как раз их вот так вот по одной штучке берут и в ротик. И всем приятного аппетита. Красота. Я нашла еще вот такую тарелочку. В магазине даже их вот в таких прям продают. Это, видимо, с какого-то раза у меня, наверное, осталось. Ой, какие они получились, просто бесподобные. А это сейчас я выложу сюда. То, что осталось. Надеюсь, оно у меня заполнится. Так вот. Ой, красота. Не представляете, какие они вкусные, ароматные. На самом деле придают вот этот праздничный вид и настроение. Ну и последние штрихи. Сюда еще добавляют всякие вот такие сладкие. Я не помню, как они называются. Но, наверное, вы вспомните. То, что бывает внутри печеного. Сахарные, вот прям такие бывают, как, не знаю, не помню, как они называются. В общем, девочки, полюбуйтесь на мою красоту, которую я сотворила. Сама не ожидала, что получится такая красота. И на этом я буду заканчивать, дорогие мои девочки и мальчики. Думаю, вы обязательно тоже приготовите и порадуете своих детишек. Они прям, посмотрите, они вот так раз взял и съел. Мягкие, зубы не сломаете. Мы недавно ели, они прям были такие жесткие, никто их есть не хотел, конечно. Ну, а эти просто во рту тают, поверьте мне.
Наслаждайтесь и будьте счастливы в новом году. Всех благ, всех земных благ я желаю каждому из вас. Обязательно буду ждать ваши комментарии, понравились ли вам или нет. Ну и до новых встреч, дорогие мои друзья. Пока-пока.